Now I would like to introduce our first speaker. His name Volodymyr Bugrov. He is Vice Rector of Taras Shevchenko National University of Kyiv, with his topic challenges of online higher education during pandemic. Please welcome. Good morning to all, and my English speaking is not fluent as Yevhen, that's why I speak my speech in Russian. Russia, Ukraine, as you wish. I know Russian language. I learned it in the university when the Russian language was the main language of Soviet Union. 34 years ago, I was a soldier of Soviet army and student of third course of Faculty of Philosophy. That was challenge in my life. Доброе утро, уважаемые друзья, доброе утро, наши участники. По поручению команды проекта из Института журналистики мне действительно возложили на меня миссию рассказать, как мы живем с 13 марта. Так, 13 марта 2020 года это была вот такая особенная дата, когда правительство Украины, Кабинет министров объявило карантин в связи с коронавирусной инфекцией. Я бы хотел выделить несколько важных моментов, несколько важных аспектов, с которыми мы столкнулись. У меня есть большая презентация, но она тяжелая, и чтобы не перегружать сеть, я просто несколько моментов расскажу, с чем мы столкнулись. Вызовов, да, вот как сегодня мы говорим, челленджи, да, вызовов было на самом деле много, но главный из них 4. Первый вызов технологический. Да, конечно, у нас в университете был опыт работы в онлайне. Да, конечно, украинская платформа Prometheus, определенное подобие Курсера от MIT было создано у нас в университете, и Иван Климаченко, ее создатель, был на то время студентом исторического факультета, а первый курс бренд-менеджмент от Андрея Длигача, это преподаватель кафедры международной экономики. Но 100% перейти в сеть, вот это был вызов. Мы следили за многими исследованиями в этой отрасли, и в журнале онлайн-образования Online Education in United States я прочитал, что даже американские ведущие университеты, которые имели огромный опыт MBA онлайн или других курсов, все же точно так же, как и мы, встали перед определенными вызовами. И эти вызовы прежде всего технологически касались факультета Natural Sciences. Если я преподаватель философии, допустим, для меня легче было перенести определенные активности в сеть, то для физика, химика, биолога, геолога, географа это определенная трудность. И очень важно было разобраться в первую очередь с теми факультетами, с теми специальностями, где онлайн не исчерпывает и не может исчерпать всего обучения. Допустим, факультет медицины, мы все понимаем, что да, первый и второй курс кое-как возможно общебиологические, общемедицинские предметы, но третий, четвертый курс практикумы это очень и очень проблематично. Но технологически мы начинали, у нас был опыт работы Moodle и Office 365 от Microsoft, Cisco WebEx, потому что на базе университета работает Академия Cisco. Дальше опыт работы с Google Suite, потому что университет имеет корпоративное соглашение с Google Ukraine.
и поэтому мы имеем ресурсы для корпоративной почты на базе серверов Google. Кстати, это тоже определенный вызов, потому что позавчера у меня в Google Classroom был экзамен у магистров, и все вы, наверное, знаете, что позавчера Google Европа, ну, как говорят на жаргоне, лег. И поэтому у меня 20 минут экзамена пришлось переносить. К счастью, все разрешилось, но это тоже определенный вызов, не столько технологический, сколько другого аспекта. То есть первое, что да, опыт был, но нам пришлось на ходу переориентироваться на другие процедуры, вплоть до юридических, потому что пришлось разрабатывать временные административные стандарты проведения занятий, учета занятий для финансовых расчетов, учета занятий для успеваемости студентов. Все это требовало новых документов, потому что нужно было все новые процессы определенным образом легализировать. Поэтому те, кто занимается этими вопросами, имели месяц сумасшедшей дискуссии, но в итоге мы через месяц приняли временные административные стандарты и учебные процедуры, которые позволили ввести вот этот сплошной онлайн в правовое поле. Второй вызов более, я бы сказал, важный, чем технологический. Второй вызов состоял именно в административных процедурах. Ведь, невзирая ни на что, жизнь продолжалась. И те структуры, те подразделения университета, которые занимаются именно административным сопровождением, нам пришлось буквально за неделю пересматривать логистику многих процессов. Почему? Ну, хотим, нравится кому-то или нет, но должна работать бухгалтерия, начислять зарплату, стипендии. Все это делалось из офиса в университете, но в связи с весенним локдауном сотрудники этих подразделений не могли приезжать на работу, и информационный центр университета каждому из них открывал доступ удаленный из домашних компьютеров. Почему я акцентирую на это внимание? Потому что это кибербезопасность, это защищенные соединения, это шифрование, потому что это доступ до казначейских счетов университета. Так? То есть нам пришлось буквально за 10 дней, это такое глобальное, скажем так, преобразование, но локальные были в том числе студенту, который находится в другом городе, нужна справка с гербовой печатью для того, чтобы подать ее, там, допустим, родителям на субсидию за квартиру или военный комиссариат для ребят, у которых отсрочка от призыва на воинскую службу. И эти все документы нужно было тоже определенным способом согласовать, потому что, да, есть электронный документооборот с органами власти, но допустим, для студента этого документа оборота не существует с некоторыми службами. Поэтому нам приходилось вырабатывать новую логистику процесса в связи с тем, кто, в какой день, в каком офисе университета работает, как происходит коммуникация. Посему тут встал третий вызов информационный. Центр коммуникации университета, по сути, стал определенным, то есть изменилось, да, изменилось, ну, я даже так скажу. Один из моих любимых философов Хосе Ортега и Гассет когда-то сказал, что я – это я и мои обстоятельства. И вот на сегодняшний день это подтвердилось, потому что совершенно изменились горизонтальные структуры взаимоотношений между подразделениями. Нам пришлось во многом пересматривать функционал. И центр коммуникации, который, казалось бы, ну, там ведает пресс-службой, брендингом или такое, взял на себя огромнейший функционал, который не был характерен именно для них,
начиная от опросов студентов и преподавателей и заканчивая вот сетевым взаимодействием. Так, мы весной, благодаря Центру коммуникации, провели опрос более 10 тысяч студентов и около 2000 преподавателей и сотрудников. Опрос касался использования технологических средств при преподавании и коммуникации, оптимальных каналов коммуникации, использования методических приемов. Казалось бы, в чем вопрос Центра коммуникации, но с другой стороны, именно через Центр коммуникации, как единый узел связи между всеми сотрудниками и студентами университета, мы начали пропагандировать методические способы и приемы работы в сети. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что, допустим, 1:20, сколько нормативная продолжительность лекции, для онлайна это уже для чистого текста невозможно. Только 20 минут, вот по моим наблюдениям, по нашим измерениям, являются продуктивными для чистого текста. Дальше обязательно должна быть дискуссия, иначе удержать внимание тех, кто находится за черными квадратиками с той стороны, так, или самыми изумительными аватарками. Я коллекционирую вот набор аватарок своих студентов или сотрудников, так, для некоторых презентаций, которые я провожу. Так вот, удержать внимание – это очень сложно. Это психологический момент. Поэтому мы начали пропагандировать именно через Центры коммуникаций все возможные методики работы онлайн. Допустим, у нас яркий пример — кафедра фольклористики, специализация музыкальная фольклористика и коллективная, нашли программу, которая позволяет коллективно работать с нотами и делать спевку. Это совершенно оказалась вот интереснейшая ситуация, и преподавательница этой кафедры вот нашла, как работать, и я вам скажу, что когда я смотрел, 20 человек одновременно через эту программу заходят в Zoom, имеют в отдельном окне, имеют ноты и коллективно поют украинские народные песни, вот то, что относится к фольклору, это оказалось совершеннейшим таким моментом, который раньше никто не ожидал. И я вам могу сказать, что интересно оказалось, что факультеты, институты гуманитарного социального профиля быстрее адаптировались к работе онлайн, чем факультеты естественного и инженерного профиля, где, казалось бы, это должно быть априори совершенно и понятно. Посему мы имеем теперь множество каналов коммуникации, допустим, это Telegram, популярный среди студентов. Так? Вот у меня в этом первом семестре этого учебного года было 6 групп, каждая из них имеет свою группу в Телеграме, я пересылал им материалы и работал с ними так. Для людей чуть старшего возраста были приемлемы WhatsApp и Facebook Messenger и Viber достаточно популярен, посему мы пользовались этими ресурсами. Да. Конечно же, это корпоративная электронная почта, это корпоративные ресурсы, но, как оказалось, удобство смартфона позволяло использовать все современные мессенджеры, коммуникаторы для того, чтобы доносить информацию. Более того, мы начали... Цель какая была? Какова была наша цель? Это не дать никому в это время, когда все были в таком достаточно шоковом состоянии, потеряться. Поэтому мы сделали интересный проект на YouTube-канале Центра коммуникации. Мы сделали проект «Спроси у экспертов университета Шевченко». Мы открыли Google форму, и вначале это были вопросы о коронавирусе. Кафедра вирусологии нашего института биологии давала ответы в популярной форме с привлечением студентов, давала ответы на вопросы о том, что такое коронавирус, с чем его нельзя кушать, так, вот, с чем его не едят, как сделать простейшие антисептики, как делать маски. То есть целый массив таких популярных знаний для того, чтобы объяснить, что да, это не страшно, но надо беречь себя.
Дальше этот проект перерос в совершенно интереснейшие исследования, потому что начали спрашивать, а как поменяется картина, политическая картина мира. И мы начали искать среди наших преподавателей и сотрудников, начали искать, ну, слава богу, мы их-то знаем, но начали искать экспертов. И, Николай Николаевич Гнатовский, руководитель Европейской комиссии противодействия пыткам, рассказывал о международном праве в эпоху коронавируса. Андрей Дригач, один из ведущих украинских экспертов по экономике, начал рассказывать популярно о том, как изменится экономика мира в эпоху коронавируса. Все это доступно и сейчас на YouTube-канале, и мы заполонили информационное пространство университета такими популярными, скажем, коммуникационными проектами для того, чтобы каждый мог найти для себя и помнить, что он в университете. Потому что на самом деле так это была одна из наиболее трудных вещей, потому что ибо менять логистику многих процессов, ведь университет разбросан по кампусам, плюс мы имеем подразделения за пределами города, так, и оказалось, что удержать каждого в поле внимания, удержать в общежитиях, где постоянно проживает 10 тысяч студентов, около 11, удержать постоянно, скажем, такой мониторинг за 4 тысячами, те, что остались в общежитиях. У нас есть студенты с оккупированных территорий, у нас есть студенты и социально незащищенные, и для них мы организовывали, увидев, как, к сожалению, не очень хорошо сложилось в одном из соседних университетов, вплоть до того, что организовывали, честно говоря, изоляторы для тех, кто заболел, и возможности поставки питания, продуктов жизненной необходимости, потому что им некуда поехать. Ну, собственно говоря, отправлять их, когда они больны и должны быть на самоизоляции, это был бы верх абсурда, и поэтому мы организовали даже такой подкаст. Благо у нас есть университетская клиника, которая помогала разобраться с медицинской составляющей этих процессов. Ну и еще один вызов, который я бы сказал, он last but not least, да, это вызов психологический. На самом деле, после месяца, вход в карантин, он был психологически напряжен. И упомянутый мой проект «Спроси у экспертов», он позволил по нашим вопросам разгрузить психологическое состояние многих сотрудников университета, студентов, ну и даже за пределами. Но через месяц, по нашим опросам, а мы регулярно проводим мониторинги, через месяц по нашим вопросам ситуация начала усложняться. Усложняться, потому что такова психология человека, он всегда ищет определенную реперную точку, так, своим студентам-первокурсникам я говорю, когда мы посмотрим за окно, мы увидим горизонт. Но мы знаем, что его не существует. Так? Это условная точка совпадения двух линий. Так? И когда месяц карантина прошел, и все надеялись, что это быстро закончится, на самом деле оказалось, что никакой быстроты здесь нет, началась ситуация психологического дискомфорта. И полноценно мы наладили работу не только психологической службы, которая существует в университете, она небольшая. Но у нас исследовательский институт психиатрии и, более того, комитет психологии включились полноценно в этот процесс через каналы коммуникации, которые мы опробировали в первые 2 недели. Мы начали рассылать рекомендации по психологической разгрузке, по психологическому комфорту и студентам, и преподавателям, и сотрудникам. Мы наладили онлайн-консультирование психологической службы, подключили студентов, старшекурсников факультета психологии. Более того, мы включили в волонтерский проект Hotline, Psychology Hotline в пределах Украины. У меня нет, к сожалению, данных, насколько это сработало в пределах Украины, но в пределах университета это сработало, я бы сказал, на 4 твердую, хорошую, потому что до сих пор эти все ресурсы так или иначе работают. И поэтому я
завершая, хотел бы сказать следующее. Действительно, ситуация очень сложная. Очень сложно именно тем, что ни у кого из нас нигде не было опыта вот такого массированного перехода к новым процессам. Изменилось, вот то, что я уже говорил, изменились функционалы структур. Структурных подразделений университета, которым пришлось делать то, чего раньше они не делали, и наоборот, так, не делать то, что делали раньше, потому что его невозможно. Изменилось восприятие многих процессов, и должен сказать, что одним из больших вызовов было проведение вступительной кампании. Летом, потому что количество заявлений для поступления в университет составляло ни много ни мало 47 тысяч. Вы можете себе представить, какой огромный объем работы пришлось. Вот здесь Евгений и Катерина, присутствующие здесь, они имели уникальную ситуацию, потому что они отвечали за приемную комиссию Института журналистики и, пользуясь случаем, не первый раз, но я хочу их поблагодарить, потому что это, как по мне, университет достойно провел вступительную кампанию, невзирая ни на вот любые вызовы, и мы получили хороших, мотивированных, успешных студентов. И в нынешние времена, мне кажется, что вот это очень знаковый показатель. Поэтому вот вызовы, так, они требуют новых ответов. Но знаменитый персонаж профессор Преображенский в романе Булгакова, он говорил так, здесь вот у нас в коридоре есть портрет Михаила Афанасьевича Булгакова, выпускника медицинского факультета университета Святого Владимира. Так, в «Собачьем сердце», если вы помните, профессор Преображенский говорит: разруха, она не в клозетах, разруха, она в головах. Так вот действительно, наш опыт вот этих 9 месяцев, фактически, 8 в чистом измерении, показал, что нельзя допускать разруху в головах. Технологические, информационные, другие проблемы можно решить. Но самое главное – это чувство сопричастности. То есть вот все наши действия сейчас мы выстраиваем таким образом, чтобы никто в университете, конечно, нельзя говорить о том, что мы достигли 100% успеха, это было бы абсурдно, но, как по мне, больше 50% вот постоянной связи между преподавателями, сотрудниками, студентами, аспирантами университета – это очень хороший показатель вот этой сопричастности к некой корпорации, которая является Киевский национальный университет. Более того, могу сказать, что это такой субъективный момент, конечно, так, я заранее прошу прощения, что он прозвучит, но во время карантина мы провели 2 тура выборов, так, избирательная кампания по выборам ректора университета, она пока еще длится, так, потому что итогового результата в виде и либо назначения новых выборов, либо назначения ректора нет. Но почему я говорю, что субъективный момент, потому что я участвовал в этом процессе в качестве кандидата и набрал во втором туре 1839 голосов. Это 47,5% от списочного состава участников голосования. Так? Но то, что выборы состоялись и преподаватели, сотрудники, студенты университета, участвовавшие в них, понимали ответственность, мне кажется, что это как раз и есть вот свидетельство того, что мы на правильном были пути, поддерживая постоянную коммуникацию и психологическое взаимодействие в нашем коллективе. Как будет дальше? Мы прекрасно понимаем, что второй семестр мы будем начинать в соответствии с постановлением правительства снова же онлайн. Расскажу еще, к завершению, попрошу еще буквально 2 минуты, но расскажу, как молодежь говорит, самые большие приколы нашей работы вот весной.
Ну, я никогда в жизни не мог подумать, что я буду заниматься эвакуацией студентов, которые и аспирантов, преподавателей, которые находились по академической мобильности в зарубежных университетах. И вот в Ютубе вы можете посмотреть репортаж нашей студентки, которая вместе с другими возвращалась своим автомобилем из университета Мачерата в Италии через Словению, Венгрию, Украину. Я познакомился со всеми послами этих стран в Украине и с нашими послами в этих странах, потому что нам надо было их возвращать. Мы занимались эвакуацией наших студентов, которые находились в Индии, так, в Японии, в Китае. Более того, в мае-июне мы провели 74 выпускных экзамена и защиты дипломов бакалавров и магистров, которые не смогли вернуться. И я считаю вот величайшей заслугой своих сотрудников, которые смогли организовать, чтобы никто не пострадал и получили документы бакалавров и магистров, когда вернулись, но при этом полностью обеспечили онлайн-экзамены, защиту, представьте себе так. То есть для тех, кто находился в Украине, это было непросто, но для тех, кто находился в Канаде или в Японии, или в Китае, так, это было еще сложнее, но мы это сделали. Но самый большой вызов это было то, что на станции антарктической академик Вернадский находился наш преподаватель и наш аспирант. И мы помогали потом им возвращаться через Чили, помогали возвращаться с Антарктиды. И это все сопровождалось коммуникацией с посольствами, с правительственными структурами тех стран, через которые это происходило. Поэтому я после вот этих эпопей я сделал вывод, что мы можем все. Так? И поэтому действительно самое главное – это не терять спокойствие, не терять здравого рассудка. Все остальное, технологические, информационные, остальные вызовы могут быть абсолютно спокойно найдены ответы на них, но только вот этим совместным поиском. Мне кажется, что да, конечно, наш опыт и уникален, и не уникален. Почему уникален? Потому что в каждом случае для каждого учебного заведения, для каждого кейса, да, искались соответствующие решения, отличные от обычного времени. Так. Не уникален, потому что каждый из вас тоже искал эти ответы на определенные вопросы и тоже находили их свои. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Сейчас это не важно. Важно, что мы сохранили вот это свое «я» и можем двигаться дальше. Вот, как по мне, это самый главный итог из нынешних событий. И я в заключение хочу пожелать вам всем крепкого здоровья. Мы убедились в том, что это важный момент. Так, хочу пожелать всем в приближающихся праздников, веселых праздников. Хочу пожелать всем, чтобы мы вышли из всех этих перипетий, вышли более сильными и готовыми к новым обстоятельствам, но при этом оставаясь вот теми, собственно, «я», о которых блестяще писал испанский философ. Спасибо. Thank you. Thank you very much for your amazing speech. And actually, I heard some aspects which I didn't know before. It was news for me. Thank you for this information too. And now a small session of questions and answers for Volodymyr Bugrov. You may use option raise hand in participants list. I will see it and invite to say some words or comment or have questions. Now I see Yuri Zalizniak want to have a question. Yeah, Yuri? Actually, it was an applause. Oh. That was really great. That was really great, and I'm thankful for that. Okay, thank you. Yuri Zalizniak, it's our colleague from Ivan Franko National University of Lviv. And maybe someone
have questions? I still waiting. Так, я маю запитання, якщо можна українською мовою, тому що Yes, з англійською не добре. Є таке питання, чому адміністрація університету не забезпечила студентів належними умовами для дистанційного навчання, а саме не проплатила Zoom, адже з цим виникає безліч проблем на парах, тому що студенти змушені переподключатися. Чи це питання саме не до університету, а до підрозділів, тобто інститутів, факультетів? Ні, насправді питання полягає в тому, що оплатити державній установі Zoom фактично з України неможливо. Так, ми займалися цим питанням. Якщо ті, хто з українських наших колег знає, як відбуваються акредитації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, знають, що там Zoom теж 40 хвилин, тому що державна установа, компанія, яка є власником Zoom, вона не приймає кошти через банк, вона приймає їх тільки на карту. Тому я, наприклад, маю як фізична особа проплачений Zoom, з карти на карту переведення, державна установа не може цього зробити. Тому в межах великого часу я користуюся Google Meet корпоративним університетським, який дозволяє безмежно по часу, який дозволяє 250 осіб, якщо звичайний Google Meet до 100 осіб зараз став так, то корпоративний університетський може до 250 осіб. І, чесно кажучи, мені цього вистачає для всіх. Там є і запис, воно асоційоване з моїм же Google Classroom, воно асоційоване з моїм Google Диск, на якому я викладаю там шалена кількість матеріалів. Тому, власне кажучи, тут питання багатошарові. І загальноуніверситетські, і інститутські, але ми зараз всіх закликаємо переходити на корпоративний Google Suite, тому що це набагато зручніше з точки зору внутріуніверситетської комунікації. Так? Zoom – це все-таки є зовнішній по відношенню до університету ресурс. Thank you very much for your answer. And the next question. No questions. It's everything was clear and understanding. Thank you very much.